Проехать красиво, качественно и главное на высокий балл, конфиг другими словами трассу в CarX Drift Racing 2 это не то чтобы умение, это так скажем искусство, потому что вам нужно уметь чувствовать не только ваш автомобиль, но и место, по которому вы движетесь. Меня зовут Catfish Studio и сейчас мы поговорим о самых адских и сложных конфигах в CarX Drift Racing 2 для парных заездов. Red Ring 3. Красное кольцо на третьем конфиге, на мой взгляд, очень сложный конфиг. Если вы не знали, данная трасса сделана точь-в-точь из жизни, то есть в реальной жизни люди на реальных машинах ездят по ней разные турниры и тренируются. Данный конфиг я считаю очень сложным по нескольким причинам. Скорость, резкость и темп. На постановке нужно иметь огромную скорость и ставиться так, чтобы не вылететь за трассу. То есть на скорости примерно 170 км в час вам придется правильно направить ваш автомобиль в ту сторону, чтобы собрать первую клиппинг-зону без всяких бэквардов и супер огромных углов. Далее идет очень противный по мне бублик, который вам придется огибать постоянно, тыкая сцепление, так как у машины будут падать обороты, ведь вам придется очень хорошо так снизить скорость, после чего вам сразу же надо будет ее обратно набирать, а это по мне достаточно трудно, сохранять угол и прокручивать колеса на низкой скорости. А вторым, когда вы едете на этом конфиге, то вообще убиться в дверь соперника на раз-два можно. Лично я, наверное, все две попытки, когда еду за соперником, постоянно влетаю в его бортину на постановке. Даже знаете, не то чтобы влетаю, я прям выкидываю его за трассу. Red Rock 3. Данный конфиг кому-то нравится, кому-то нет. Лично мне он не совсем заходит, но на нем очень хорошо можно отрабатывать парные заезды и учиться реально хорошему парному дрифту. Данный конфиг по мне сложный по одной причине — скорость. На этой трассе вы будете постоянно ездить на низких передачах и клацать педаль сцепления, потому что вам придется собирать клиппинг-зоны, которые находятся в таких местах, что либо вы едете в них с маленькой скоростью, либо вы летите на них и улетаете с трассы и получаете дисквалификацию. Этот конфиг очень жестко зависит от того, какой у вашей машины зацеп. Вы начнете его сразу же чувствовать, играя здесь. Mandela Park. Данный конфиг лично по мне Red Ring на минималках. Такая же жесткая постановка на лютой скорости, потом уходит в бублик, где вам придется очень жестко тормозить и потом опять разгоняться. Если сверху посмотреть, то по сути это красное кольцо, только отзеркаленное и длиннее. Mandela Park учит вас жестко и уверенно ставиться. Играя на одной машине на этом конфиге, вы будете с уверенностью ставиться на других, потому что будете понимать, какую скорость нужно развивать и в какой угол ставиться. Ну и, наверное, самый лютый конфиг — это тот самый прыжок в стену из Touch. Этот конфиг просто невероятен, потому что здесь вам нужно делать постановку, прыгая на вашем автомобиле. Люди никак научиться не могут ставиться на паркинге-то вон, а тут вообще с прыжка в стену, так еще и на огромной скорости. Данный конфиг подойдет для тех, кто обожает оттачивать свое мастерство в данной игре. На этом конфиге вообще все влияет на вашу постановку. Скорость, угол, флип, вообще все. Эта трасса по мне просто очень требовательна к пилотам. Жесткая постановка, нужно сохранить скорость после нее, войти в жесткий бублик, где вы можете сильно потерять скорость и словить зацепа на трассе, после чего нужно сделать резкую перекладку, чтобы оторваться от лидера. А про заезд преследователя, думаю, даже говорить не стоит. Из 20 попыток одна хорошая постановка, ну это лично вот у меня так. Я, конечно, не знаю, может вы там супер крутой чел, который Red Rock 3 за стритами на сцеплении проезжает. Кто не понял, можете глянуть ролик по тренировкам дрифта мой. Такие вот конфиги в игре по мне самые жесткие и требовательные к пилотам, но в то же время, катая на них, вы понимаете, насколько эта игра крутая и насколько классно получать эти эмоции, когда у вас получилось успешно проехать на какой-то сложной трассе. Вы были на канале Catfish Studio, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте свои лайки, ставьте лайки на другие комментарии. Всех люблю, целую, пока-пока.